Евангелие от Матфея, глава 28. Это последняя глава первой книги в Новом Завете, Евангелие от Матфея. И там мы читаем то, что Матфея написал о воскресении Иисуса из мертвых. Когда вы это найдете, я читаю вам и другой отрывок из первой книги Царств в Ветхом Завете, глава 7, потому что мы только что пели, здесь мы ставим Эбенезер. Что такое Эбенезер? Это одно, чтобы знать то, что Библия говорит, слова Библии. Это другое, чтобы знать значение таких слов. И без значения это только слова. Это никакое послание от Бога. Итак, это имеет связь к нашему тему сегодня. Ситуация здесь на первой книге Царств, 7 глава, читаю здесь. Это было время сражения между Израилем и Филистией. И начиная с первым стихом, я читаю несколько стихов, чтобы объяснять, что такое Эбенезер, и дать тебе библейский контекст за такое. Написано здесь: когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиле. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу, он был пророк: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от состер и принес его во все сожжения Господу, и возвал Самуил к Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил все сожжения, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Эбенезер, сказав: да с его места помог нам Господь. Итак, Эбенезер это был памятник, что пророк Самуил поставил, чтобы вспомнить то, что Господь сделал, как он слышал их молитвы, как он ответил на их призыв, как он помог их во время их кризиса. Итак, когда мы поем, что мы можем поставить Эбенезера, это чтобы мы не забудем, как Бог был, как Он нам помог, как Он нас слышал. Итак, сейчас, когда мы читаем Матфея 28 глава, у нас есть сейчас еще камень. Это камень тоже можем смотреть, мы можем считать, что это памятник, и другие вещи тоже, как сейчас мы читаем. Матфея 28 глава, и стих 1. По пришествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот я сказал вам. И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Итак, это как Матфея описывает самое важное событие в истории человечества, распятие, но воскресение из мертвых Иисус в телесном форме. Библия говорит нам на 1 Коринфянам 15 глава, что наш брат Сергей использовал, что если
Иисус не воскрес телесно из мертвых, христианство само это фальшиво. Это илья, это тщетно, это пустое, это обман. Написано здесь, читаю то, что апостол сам сказал об этом чуть-чуть раньше. Он сказал здесь на 6:14. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна и вера ваша. Христианство без воскресения Иисуса это бесполезно. И это безнадежно. Он продолжается здесь не только, что наша проповедь это тщетна, и ваша вера тщетна, притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. И если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Итак, вот ситуация. Это абсолютно фундаментальное. Это основание христианства. Итак, нам нужно понимать, или мы верим, что Христос воскрес из мертвых, или мы не верим. Если мы этому не верим, мы не можем утвердить, что мы последователи Христа. Мы не можем утвердить, что мы веруем в Библию. Мы не можем ожидать от Иисуса Христа или от Бога никакого благословения или ответа. Потому что Иисус учил, что нам нуждается молиться Господу от имени Его. Но если Его имя это мертв, если Он не ходатайствует за нас, если Он не сидит на десницу Божию на небесах, как Библия говорит нам, у нас есть ложь за ложью, это цепочки обман. Итак, это критически, мы не можем переоценивать важность этой доктрины, этой реальности, что Иисус воскрес, потому что это суть христианства. Несколько людей через историю, они попытались доказать, что Иисус не воскрес, что это был миф, это сказка, это ложь, это было другое. И несколько людей, когда они честно исследовали эти факты, они сами обращались к Христу. Они поняли, что воскресение Иисуса Христа из мертвых это на самом деле один из самых, есть больше доказательства за это событие, исторические события, чем несколько пунктов о других римских кесарев. Итак, и даже есть книги, кто были написаны об этом, если вы желаете знать больше о них, мы можем рекомендовать их вам. Но сейчас у нас есть эта ситуация, эти женщины, кто пришли, чтобы помазать Его. Но это то, что Матфея говорит. Евангелие от Марка дает нам чуть-чуть другая точка зрения, потому что здесь написано в первом стихе, 16 главой, по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянувший видит, что камень отвален, и он был весьма велик. Эти женщины, они пришли, чтобы помазать Его, но они не знали, как они будут иметь доступ к ним. Они знали, что был большой камень там. На самом деле, на предыдущей главе, стих 7, стих 46, 7, человек по имени Иосиф, богатый, верующий во Христе, он пришел, 43 стих говорит, он осмелился войти к Пилату, губернатору, и просил тело Иисусова. И потом, узнав от сотника, что Иисус уже умер, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу,
и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и прибавил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Они знали ситуацию. Они знали, где он был положен, его тело было положено. Они знали, что дверь была закрыта. Может быть, даже они знали то, что другие Евангелия говорит нам, добавит нам, что Понтий Пилат заказал, что будут быть стражи вокруг гроба. Он повелел, что они будут даже поставить печать, официальный государственный печать, чтобы никто не будет мешать с этой гробью. У них были такие вопросы. Мы идем туда, но мы не знаем, как все идет, когда мы достигаем туда. И, конечно, в нашей жизни тоже. Мы не знаем конец от начала. Конечно, мы все знаем, что человек полагается, Бог располагается. У нас есть планы, у нас есть желания, предпочтения, но иногда Господь дает нам то, что мы не заказали, то, что мы не желали или предпочтили, и Он дает нам другой курс. Мы не знаем конец. И это причина, почему мы должны отдаться Ему, кто один знает конец от начала. Вопрос состоит в том, что если мы доверяем Ему или нет. Может быть, когда вы были младше, вы играли такую игру, может быть, нет, не знаю, но часто подростки это делают. Когда они поставят галстук вокруг глаза человека, и потом другие люди, они говорят: окей, я даю тебе, как достичь двери, или как достичь стол, или что-то. Один говорит налево, направо, быстрее, подождите, есть какое препятствие там. И все зависит от, если вы верите того, кто дает тебе совет или нет. Вам нужно ожидать, доверять, этот друг, кто говорит тебе, видите курс. Он знает на препятствие. Он знает, как навигирует вокруг препятствия, чтобы дать тебе опасно, чтобы вы достигали к концу. Этот человек, вам нужно доверять, что он не будет использовать вас за шутку или послать вам прямо на стену или так. Но он будет на самом деле искренне, безопасно направлять тебя туда. Конечно, в нашей жизни только Господь видит всех препятствий. Он знает Он знает нас. Он знает наши таланты, Он знает наши слабости, Он знает наши предпочтения и тенденции. Он один нас знает совершенно. Он один видит наш полный курс через эту жизнь. И говорит нам, что даже до того Он сотворил землю, уже было решено, что человечество будет грешить добровольно, и что была бы нужда за искупление, и что Иисус сам будет отдать себя за всех грешников. И Библия говорит, что Он был агнец закланный до сотворения мира. Бог видит конец от начала, и Он видит конец от начала в нашей жизни тоже. Итак, Он дает нам Его Слово, и Он говорит: доверяй меня, я знаю путь, я знаю вас, я вас люблю. Уже я доказал мою любовь к вам, когда я послал моего Сына, чтобы умереть за вас, за ваши грехи. Итак, сейчас у нас есть ситуация в Марка, когда эти женщины сказали: кто будет отвалить гроб к нам? Есть какое препятствие между нами и телом Христа? Конечно, тело Христа сам по себе не имело никакой волшебной силы. Люди, кто говорят, что я желаю купить, может быть, на eBay, да, только маленький волос от его головы, или, может быть, я нашел в нашей церкви имеет маленький часть кости из его пальца или что-то.
это как волшебство. Это Библия не говорит нам о такое. На самом деле это невозможно. Как можно иметь кость Христа, если Он телесно воскресил и потом вознесся в небесах? Такие фрагменты не существуют здесь на земле. У нас есть, может быть, what's a splinter? Маленький часть дерева. Щепка. Щепка от настоящего креста у нас есть. И что? Есть сила в кресте, в эти деревянные, what do you call those? The beams. Палка? Нет. Нет, это нет ничего. Сила это во Христе. Итак, сейчас было препятствие между ними и Христа. Они не желали поклоняться Его телу, Его мертвого тела. Знаете, мертвый Спаситель не могут оказать вам помощь. Они желали только прощаться Ему. Как мы сделаем, когда мы идем на траурный дом? Чтобы последний раз смотреть, чтобы последний раз они не принесли цветов, но только уважать и иметь closure. Это английское слово. Когда вы принимаете решение, что окей, это закончено. Они пришли за такие причины, но они не знали, что ожидать. Они думали, что были проблемы. Какие препятствия лежат между вами и Христа? Может быть, это страх. Может быть, вы думаете, что если вы стали настоящий верующий и последователь Христа, что будет быть какое преследование вам, какое трудности. У меня есть библейский факт дать тебе. Может быть, ты прав. Иисус никогда не скрыл правду о Его последователях. Он сказал им заранее, не только, что было бы трудно последовать за Него, но что смерть сама ожидала Его. Он открыто сказал, я иду в Иерусалим, там я много страдаю от священников и фарисеев, они будут отдать мне в руках грешников, римлянам, это язычников, они будут меня распять, я буду погребен, но на третий день я воскресну. И было трудно им понимать то, что он сказал. Конечно, у нас есть преимущество. Мы живем сейчас. Мы знаем конец истории. У нас есть полную Библию. Мы видим, что Он воскрес. Его ученики. Никто воскрес до этого, как Иисус говорил. Если человек сказал вам, я знаю, когда я умру, я знаю, как я умру, но не бойтесь. 3 дня после моего смерти я воскресну. Такого человека даже, окей, больше с вами мы не желаем поговорить. Вы уже сошел с ума. Да? Это то, что Иисус сказал. Но, конечно, это было необходимо верить Ему. Это был человек, кто изгнал бесы. Это был человек, кто ходил по волнам. Это был человек, кто утих буря и волны. Это был человек, кто умножил маленьких пропитаний, чтобы накормить 5000 людей. И потом еще раз 4000 людей. Это был человек, кто исцелил все видов болезней и проблем. Человек, кто сам воскресил из мертвых людей. Когда он говорит, я иду в Иерусалим, я умру, я воскрес, я воскресну, нужно сказать, что он знает то, о чем он говорит. Итак, что за нас? Какие препятствия нам? Здесь на Матфея 28 главе у нас есть на 2 стихе
большое, великое землетрясение. Не чтобы освободить Иисуса. Он уже не был там. Он не ушел через вход пещеры. Есть другое место здесь, на Евангелие от Иоанна, когда Иисус после его воскресения, он явился своими учениками. И написано здесь, 20 глава Евангелия от Иоанна, уже он явился 2-3 раза другим людям, но своими учениками пока нет. So, написано здесь на стихе 19, в тот же первый день недели, вечером, когда, может быть, был этот время, да, 5-6 вечером. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев. Почему? Это были евреи, кто только что убили Иисуса 3 дня тому назад. Люди, которые искали невинного человека, и в судебном процессе, где судья сам сказал, я в нем не вижу никакого плохого, никакие грехи, никакое преступление. Но из-за воли толпы он приговаривал Иисуса к смерти. Где есть справедливость? Где есть чистота? Где есть правильный процесс? Нигде. Где есть смелость, чтобы сказать, это неправильно, я не участвую в этом? Нет. Конечно, они боялись, что, может быть, еврей будет искать их тоже, чтобы полностью уничтожить христианство. Итак, здесь на 19 стихе двери были заперты из опасений от иудеев. Пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. И потом в 24 стихе Фома, один из 12 апостолов, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Представьте, он не был в их собрании, когда Иисус сам явился пред ним. Вау! 25 стих. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Итак, Иисус призывает людей, вы скептик? Хорошо. Вы желаете доказательства, физические доказательства? Хорошо. Иисус дает нам достаточно, чтобы убедить людей. И опять, если вы желаете, ищите по интернету, можно найти люди, кто есть судья, люди, кто есть, я нашел один вчера, он детектив. Это называемый cold case. Холодный кейс, старый кейс. Кейс, когда было какое преступление, что-то случилось, никто не мог найти ответ, и потом они сказали, окей, мы исследовали каждый намек, мы допрашивали каждого человека, и просто мы не видим, как мы можем идти дальше. Мы не видим следующий шаг здесь. Они положат как на шкафе, на холодильнике. Нераскрытое преступление. What is it? Нераскрытое преступление. Okay.
Они говорят, все. И потом позже человек, кто имеет время, он возьмет этот файл, дуть пыл из этого, начинает опять смотреть на все. Это cold case. Да? Никакие жаркие намеки. Да? Один человек, это его профессия. И он тоже смотрит на то, что история говорит нам о Христе. Наконец он сказал, я верю, доказательства там, если человек желает смотреть на такое. Но пункт здесь, это что Иисус, Он пришел в этой комнате, где двери были заперты, и здесь тоже на Матфея, ему не ждалось, чтобы ангел будет отворить камень, отвалить камень, чтобы он может уйти. Ангел пришел, сошел, отвалил камень, чтобы мы, люди, чтобы эти женщины, они могли видеть, что пещера была пустая, что его нет там, что он воскрес. Итак, интересно, потому что это здесь на 2 стихе, да, великое землетрясение, ангел отвалил камень и сидел на нем. Вот это памятник, что смерть побеждена, что грех была побеждена. Библия говорит нам, что возмездие за грех – это смерть. И если не было греха, не было бы смерть тоже. Но мы все умираем, да? Мы все идем к могиле. Почему? Потому что это наше желание? Нет. Это наш приговор. Потому что в каждом человеке есть грех. Есть времена, когда мы сознательно принимали решение не исполнить Божью волю. Мы сознательно и добровольно сказали, я предпочитаю другой путь, больше праведности, больше, чем то, что это правда. И из-за этого мы осуждаем себя. Смерть мы не можем избавить, но нам не нужно бояться смерти, потому что, как мы читали чуть-чуть в Коринфянам, из-за того, что Христос воскрес из мертвых, мы тоже ожидаем воскреснуть в нем. So, здесь на 2 стихе этот ангел, он сидел на нем, открыл дверь. Видите? Нет ничего там. И потом написано здесь в 4 стихе, что стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые, устрашившись его. И видите то, что ангел сказал им? Ни слова. Он не сказал им, не бойтесь. Он не сказал им, он воскрес. Он просто жил в страхе в этом моменте. Но этой женщине ангел сказал им, не бойтесь. И знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Вы ищете Иисуса распятого. Я знаю, ангел сказал. Наверное, Бог сказал ему об этом. Бог знает, если мы ищем Иисуса или нет. Иногда люди приходят к церкви за других причин, да? Чтобы иметь бесплатные блюда, чтобы получить деньги за аренду, чтобы иметь дружбу. Может быть, они живут в одиночестве, только желаете познакомиться с другими людьми, чтобы искать супругу, чтобы их кейс смотрит лучше в глазах иммиграции, да, что они нравственный человек, много причин. Бог знает, если мы ищем Иисуса или нет. Итак, но смотрите, он сказал, вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Вы ищете в неправильное место. Он не здесь. Раньше он был здесь, но когда его 3 дней закончилось,
было время сделать по-другому. Вы ищете Иисуса на неправильное место. И знаете, давайте поговорим чуть-чуть об Иисусе. Если вы ищете, давайте описать Иисуса чуть-чуть. Если вы ищете Иисуса, то всегда это легко понимать. Вы ищете неправильного Иисуса. Уже в Евангелии Иоанна, 6 глава, брат Сергей использовал эту главу. Я читаю несколько стихов здесь. Первый стих 60 и 61. Уже брат Сергей, он использовал стихи здесь, где Иисус в долгой главе изложил, что человек нужен читать, нужен принимать его. Да, он сказал, мое тело нужен есть, моя кровь нужен пить. Он не говорил буквально, но написано здесь на стих 60, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Божьего. Это хороший стих, это хороший вопрос. Лично говоря, это помог мне во время слабой веры. Если вы думаете, это напрасно, это бесполезно, это недостоин все, что это включает, вопрос является, кому идти? Да. Кому нам идти? Нет лучше места, чем с Христом. Итак, пункт здесь, если вы ищете Иисуса, если ваша идея о Христе, это что Он всегда, с Ним всегда 2 плюс 2 это 4, да? Все это элементарно, все это ясно. Может быть нет, потому что здесь его ученики, много из его учеников сказали, странные слова. Кто может слушать это? Тоже Иоанна 6 глава и 6 стих. Если вы ищете Иисуса, то никогда испытывая своих слугов, вы ищете неправду, не библейскую, не настоящего Иисуса. Потому что здесь, в 6 главе, этот речь, что он дал о кровь и тело, нужен есть и пить, это был после он накормил несколько тысяч людей. Написано здесь на стихе 4. Приближилась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возвед очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Христос задал вопрос, зная, что Филипп не имел ответ, но он испытывал его. И мы можем ожидать, что Иисус будет тоже нас испытывать. Еще место Матфея, глава 14, и сейчас почти закончим. Мы говорим о настоящего Иисуса. Много людей попытаются или начинают последовать за Него, но потом что-то случается. И они, слово disillusion, они достигают места, где они говорят, это не то, что я заказал, это не то, что я намеревался, это другое, чем моих ожидания. И потом они остаются последовать.
честно говоря, Библия говорит нам знать, что, наверное, такие ученики никогда не были рождены свыше. Они никогда на самом деле принадлежали к Христу. Итак, Матфея, глава 14, читаем здесь стих 22 по 24. Если вы думаете, что Иисус никогда не дает трудные задачи своим ученикам, вы ошибаетесь. 22 стих. Мы читаем здесь стих 14, чтобы видеть, как это подходит к предыдущему месту в Иоанна 6 глава. Выше Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломив, дал хлебы и ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Сколько всего? 6000? 10 тысяч? 15 тысяч? Много. Особенно, когда у вас есть только 5 хлебов и 2 рыбы. И если вы желаете сказать: о, эти рыбы, они были киты, да? В этом случае, как Иисус взял в их руках. Это не значит, как вы желаете толковать этого, это чудес. И наконец, когда все насытились, было больше остатки, чем в начале. Это чудеса. Итак, стих 22. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Иисус послал их туда, тогда, и было трудно им там. И если человек ожидает, что жизнь с Иисусом не будет включить трудности, он ищет неправду Иисуса. Дальше. Если мы думаем, что Иисус никогда не испугает своих учеников, мы тоже ошибаемся. Потому что здесь, на 25 стихе, история продолжается. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Иисус это делал, когда Он приблизился к ним. И может быть, Он будет призвать вас тоже, чтобы сделать то, что вам это трудно. Может быть, Ему это легко, это не мелочь, это не за что. Но вам это большое дело. Вам это большой шаг веры. Может быть. И если вы читаете, что Иисус никогда не упрекает своих учеников, мы тоже ошибаемся. Потому что здесь, на 27 стих, когда они от страха встречали, Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал:
иди. Он не спросил: Петр, сколько тренинг у вас есть на такое? Петр, лучше, если мы начинаем на мелкий час бассейна. У нас есть сейчас море. У нас есть сейчас шторм и буря. И вы желаете сейчас начинать первый шаг по волнам? Не проблем. Когда тот, кто сотворил небо и землю, и море, и ветер, когда он говорит: иди. Мы читаем: и вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Это как просто, да? Ну, конечно. Что бы вы сделать в его месте? Держать наверх на лодку, да? What do you call the mast? Где парусы? Мачта. You know, обнимать мачту. No. Иди. Он пошел. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? Маловерный? Маловерный. В других местах тоже Иисус, когда его ученики сказали то, что было глупо, то, что было не по-христиански, и он упрек их. Самое шокирующее, можно сказать, мы найдем 2 глава спустя, когда Иисус в 21 стихе, 16 главой, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в 3-й день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. И кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Так. Иисус, и сейчас мы закончим, Иисус, кто предсказал время, место и метод его смерти, тоже предсказал время его телесное воскресение из мертвых. И потом он сказал еще одно: я уйду, и я гряду опять. И я буду собирать своих от мира, чтобы где я, они тоже могут быть. И так за нас. Конечно, может долго проповедовать на этой теме, но времени уже достаточно. За нас главный вопрос может быть, это что препятствует вас, чтобы прийти к Иисусу. Камень? Бог готов снимать камень. Страх? Стражи сам тревожились, когда ангел сошел. Он не имел никаких слов им. Но тем, кто искал Иисуса, даже ошибочно искал Иисуса на месте, где больше он не был, да, в пещере, он сказал: не бойтесь,
Конечно, еще они боялись, потому что был ангел, да, было землетрясение, было чудеса. Но он утешил их, давая им знать, где они могли найти воскресшего Иисуса, вспоминая их, что все случилось точно, как Бог сказал, и вспоминая их о другие части слова Иисуса. Что за нас? Какие обещания мы найдем в Библии? Какие обещания местоположены в Библии, что вы пока не нашли? No? Если вы не читаете, вы никогда не будете открыть их, да? И если вы никогда не исполняете, если вы не стоите на Божье Слово, вы никогда не можете приблизиться к Христу. Иисус сказал, что Он есть путь и истина и жизнь. Он сказал, что есть только один путь к Богу. И это не через Мекки, это не через Конфуций, это через Его. И все другие, они фальшивые. Но давайте не только сказать, что мы ищем Иисуса, но давайте искать настоящего Иисуса, библейского Иисуса, единственного, живого Иисуса, кто всегда держит своих обещаний, нас любит, за нас пожертвовал себя и просит нас ходить с Ним. Не только через каждый шаг в этой земле, но через всю вечность.